Здрасте, Паша. Добрый вечер, Михаил. Здрасте, друзья мои. Сегодня поговорим вот на какую интересную тему. Большинство людей живут как-то, на мой взгляд, ущербно. Вся жизнь — это такая колоночка, где, например, слева плюсы, а справа минусы. Это касается практически всей жизни. Например, работа. Есть плюсы, есть минусы. Муж. Есть плюсы, есть минусы. Даже дети. И те подверглись вот этой колонке. И сами люди себя также примерно и воспринимают. Им, как правило, что-то в себе нравится, а что-то не нравится. Это считается нормально. Так вот, давайте об этом сегодня поговорим. Как научиться принимать себя и любить. В чем здесь проблема? Проблема в том, что осетрина, которая бывает первой свежести, она когда вторая, то осетрина уже тухлая. Говоря по-русски, вы ли себя любите или не любите? А вот это вот тут люблю, а там не люблю, это вы себя не любите. Вы не можете говорить, что, например, мне в себе это нравится, а это не нравится. Раз вам что-то в себе не нравится, то вы себя как минимум полностью не принимаете. А также не принимаете своих близких, своих детей и вообще свою жизнь. Нас так воспитали, что мы должны доказывать или заслуживать что-либо для того, чтобы иметь от родителей, скажем, одобрение. И когда мы говорим про любовь к себе или по принятию себя, мы в частности руководствуемся этими критериями. В чем мы хорошие, чем мы заслужили, что мы из себя представляем, что мы такого сделали и так далее. Если человеку нечего предъявить самому себе, то у него как бы падает самооценка. Я сейчас вспоминаю, что, например, мусорщики Америки, США, я имею в виду, Северной Америки, то есть те люди, которые вывозят мусор, на таких же больших машинах, как у нас в России, получают бешеные деньги, чуть ли там не за 10 тысяч долларов в месяц у них зарплата, потому что непрестижная работа, и они себя не любят за то, что, я думаю, они себя любят, а вот пофигу, там у них мафия, куда не попадешь на эту работу. Но как бы общество американское решило, что людям неприятно осознавать, что вся их работа заключается в том, что они выгружают помойку со двора, а потом грузят ее в машину, а потом привозят ее на, как это сказать, как, Паша, называется? Где? Свалка. Свалка, да. Вот. Был такой в советское время сериал «Следствие ведут знатоки». Прекрасный. Да, и там один из героев Менглетова играл. Он такой был богатый. И на вопрос... Да, и он всем там девчонкам впаривал, чем он там занимается. И кто-то его сдал и сказал: да, он директор помойки. Вот. И людям это неприятно. Людям это... как бы сказать, социально неинтересно, нет смысла в такой работе для них. Хотя есть, конечно, смысл, они очищают город, но им так не кажется. Короче говоря, многие из нас живут с этой помойкой в душе. А можно вопрос? Да. А вот сами-то люди, которые работают мусорщиками, они-то себя как чувствуют? Дело в том, что это считается негритянской или латинской мафией, они себя гениально, потрясающе чувствуют с бешеной зарплатой. Их совершенно не волнует, чем они занимаются. Может быть, кто-то из них, заработав такие большие деньги, просто средняя зарплата в США, по-моему, в районе $3000 в месяц, а никак не 10. Вот, а они, по-моему, даже больше, чем 10. Но, не знаю, выучил своего ребенка, да, отправил его, как говорят американцы, в колледж. И теперь как бы ему на помойку не камильфо идти. И там, наверное, кто-то уже начинает волноваться и дергаться, что за работа такая. А в основном, когда речь идет о простых ребятах и о 10 тысяч долларов в месяц, что их там смущает? Да ничего. Но вы говорите, это своя мафия, туда ведь так просто... Да, туда не попадешь, и там работают только цветные. Там белый человек туда даже на пушечный выстрел не пустят. Но сейчас не об этом речь, а разговор перейдет в помойку. Извиняюсь, да. Ничего. Вот. Я просто хочу сказать, что любить себя и принимать себя означает, что вы полностью с головы до ног, со всем своим возрастом, весом, внешностью, характером, со всей своей жизнью, со своим домом,
со своей роднёй, со своими друзьями, привычками, ботинками, трусами. Полностью все это принимаете. И вот сейчас мы начнем, конечно, с вами разговаривать, дорогие мои. И я так чувствую, что таких людей практически, наверное, среди нас или нет, или немного. Добрый вечер, Саша, 26 лет. Вопрос по теме программы. Да. Как полюбить себя, имея зависимость от отношений? Сейчас нахожусь не в отношениях и чувствую себя неполноценной. Не могу принять себя такой, какая я есть. Начала заниматься спортом, ходить куда-то одна, чтобы почувствовать к себе интерес. Хороший вопрос. Давайте в нем разберемся. То есть Александра — это девочка, а не мальчик Саша. Да. Говорит вот что. Я бы себя полюбила, Михаил, но есть одна проблема. Я зависимая. И моя зависимость касается отношений. Вот как себя полюбить, имея такой косяк? Рассказываю. У вас есть два варианта. Или вы принимаете себя вместе со своим косяком, о нем я сейчас кое-что вам расскажу, или вы решаете эту проблему. Вы можете поступить и так, и так. В любом случае вы будете себя любить. Но что говорите вы? Вы говорите, я как бы недостойна любви к себе, потому что я не совсем идеальный для себя человек, потому что вот у меня есть зависимость. Два слова: зависимость от отношений. Почему это так болезненно все происходит? Объясню. Дело в том, что здесь есть две причины. Первая причина. Когда ваша мама вас в детстве била, вы же не говорили: дайте мне другую мать или сдайте меня в детский дом. Вы говорили: я хочу эту мать, только чтобы она меня не била. Значит, когда вы взрослый человек, и у вас есть отношения с человеком, которому вам плохо, вы не говорите: дайте другого. Вы говорите: а можно этого переделать? То есть продолжаете эту детскую, не очень правильную историю, хотя я ребенок, вы же понимаете. Это вы же не ребенок уже. А вторая проблема еще хуже. Дело в том, что зависимость такая же, как при наркомании. Но говоря по-русски, когда человек испытывает, ну, назовем это там любовной зависимостью, да, то у него задействованы те же участки головного мозга, что и при наркотической зависимости. То есть реально он испытывает те же чувства, он испытывает ломку, он испытывает вот эту зависимость, потребность думать об этом, переживать и так далее, так же, как любой наркоман. Это вам кажется, что наркотик — это такая химия, а типа «люблю, не могу», это вы можете с собой справиться. Но и наркоманы тоже могут с собой справиться. Проблема в том, что и там это химия. И люди этого недооценивают и думают, что это такая проблема, ну, фигня, короче. Нет, это не фигня, потому что люди страдают так же, как и от любой другой химической, скажем, зависимости. Звоночек? Да-да-да. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Говорите. Здрасте. Алло. Что ж такое? С телефоном никогда не было, и тут опять. Не повезло. Так, давайте дальше. Вечер добрый. А как совместить принятие себя, любовь к себе и совершенствование себя? Ведь если я так хорош, то куда уж лучше-то? Вот смотрите. Михаил из Дмитрова. Да, Михаил тезка писал. Точно. Откуда? Город Дмитров. Есть такой, 100 километров от Москвы, по-моему. Недалеко, да. Смотрите, Михаил, хороший вопрос задаете. Дело в том, что я об этом часто рассказываю. Я не фанат курсов, как это называется, личностного роста, повышения квалификации себя, идеализации себя, ну, в смысле совершенствования. Дело в том, что когда я говорю «любите себя таким, какой я есть», я именно это имею в виду. А что делаете вы? Вы говорите: Михаил, а как же вот, если я... Ну, вы немножко о другом говорите. Типа, если я идеален, куда мне совершенствоваться? А кто вообще сказал, что надо совершенствоваться? Ну, не надо. Вообще, я хочу сказать, что если взять двух людей, один из которых собой доволен, а другой пытается все время улучшиться, то первый как минимум здоровее. Потому что довольство собой — это принятие себя, это внутренняя гармония. А когда вы собой недовольны, пытаетесь всеми в себе что-то поменять в лучшую сторону, то вы себя отвергаете, вы себя переделываете. И в этом смысле все гораздо хуже. Это Раневская сказала, как она сказала, а где взять вторую половину цельному человеку? Ну, типа, что ему не нужна просто вторая половина. Так и вы. Если я идеален, зачем мне совершенствоваться? Вот Анна пишет нам: здравствуйте, занимаюсь арт-деятельностью в разных направлениях,
вполне успешно. У меня хаотичный характер, импульсивный, были проблемы с наркотиками, но побеждены. Иногда возникает странное состояние, когда я пишу, говорю людям что-то нечто честное и грубое, а потом и испытываю вспышки стыда и самобичевания, и тут Анна странным образом ставит знак вопроса. Анна, я бы хоть знал бы, на что отвечать. Давайте лучше звонок послушаем. Да, добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер, меня зовут Елена. Очень приятно, Елена, говорить, пожалуйста. И мне очень приятно. Мне 43 года. Я прекрасная женщина, чудесная мать, великолепная дочь. И у меня самооценка отличная. И, конечно, каждый человек может свою жизнь делать сам. И я в этом убеждена, и просто надо делать, а не разговаривать об этом. Спасибо вам большое. Я вспомнил стихи. «Колосится в поле рожь, нет на солнце пятен. До чего же я хорош, до чего приятен». Звоночек. Да, у нас что-то сегодня телефон интересно себя ведет. Добрый вечер, Михаил. А как же работа над собой, развитие? Если человек себя примет как есть, не значит, что он опустит руки, спрашивает Катерина. Куда он опустит руки, я даже боюсь спросить, Катерина, и что они до этого были не подняты. Вот смотрите, это тоже интересная позиция, не только у Катерины, а у миллионов, а может даже миллиардов людей во всем мире. Что это наш поэт, кто это написал, Пастернак, не Пастернак, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Душа вообще никому ничем не обязана. Мозг, это, собственно, и есть душа с точки зрения физиологии, устроен так, что он ищет только легких путей в жизни, вы не поверите. И его заставляют искать тяжелые пути, но смотрите, какое дело. Для вас, если я правильно вас понимаю, отсутствие совершенствования – это деградация. То есть, если вы никуда не бежите, если вы не пытаетесь стать лучше, если вы не пытаетесь, я не знаю, дайте перечислим, образованнее, интереснее, начитаннее, еще что-то, да, не учите языки, не ходите в консерваторию, не любите оперу, не путешествуете, но продолжите сами, не занимаетесь лыжным слаломом, то вы просто превращаетесь в тупой овощ, которому ничего не надо. Так думают миллионы людей, и вы сейчас тоже подумайте, насколько бредовая идея. А мы продолжим дальше отвечать на вопросы. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Спасибо, Дмитрий, что мы успели даже до имени дойти, и телефон еще работает. Да, мне телефон переключаю. Мне 50 лет, я из Москвы. Михаил, вы знаете, вот на самом деле вопрос принятия себя не такой простой. У меня долгое время было, конечно, вот такое вот состояние, действительно, чего-то мне не хватало, был излишний вес, и я подумал, надо заняться спортом. Я курил, надо бросить курить и так далее. И в какой-то момент я, вот, знаете, начал понимать, что вот этот процесс самосовершенствования, да, вы говорите, им не надо заниматься, но я вдруг понял, что вот я, когда занимаюсь спортом, я не думаю о том, что я совершенствую себя, я думаю о том, что, ну, вот мне это нравится. Вот, к примеру. Так давайте да? мы поменяем сейчас местами ваше утверждение и скажем, вы не самосовершенствуетесь, а вы делаете то, что вам нравится. Да. Вы ходите вот на спорт. Когда это человек ходит... процесс. Подождите. Понять. Когда человек ходит на спорт, нафиг ему курить, да, только зря здоровье гробить. Он же ходит на спорт. Когда он ходит на спорт, зачем ему переедать? Он же потом будет все это, сжигать в спортзале и так дальше. Он делает, потому что ему так хочется. Понимаете, да, какое дело? Да. Какое там нафиг самосовершенствование? Причем здесь самосовершенствование? Я все равно, что вы сказать, я люблю мороженое. Вы же не совершенствуете себя, когда вы его едите, правильно? Нет, но... Ну, говорите. Когда-то в далеком детстве, да, то есть вот говорили, что много сладкого есть нельзя. И нужно себя ограничить. Даже были жадные родители, я все понимаю. Так. Вот. Да. И вот в этой вот ситуации вот как-то... Ну, иногда я ловлю себя на мысли, что вот, наверное, чего-то мне не хватает, да. Вот, а потом думаю, вроде бы и все хватает. Вот, одним словом, сам по себе вот этот вот процесс
принятия себя, да, он понимаете, он не такой простой. Ну, конечно, он сложный, поэтому, собственно, мы ведем об этом передачу. Давайте я остановлюсь на ваших мыслях. Вы говорите, вот я бросил курить, я стал худеть, я стал заниматься спортом, я самосовершенствуюсь. Да нет, вы не самосовершенствуетесь. Вы делаете то, что вы хотите. Если вы себе другую цель ставите, что вы хотите там самосовершенствоваться, стать, я не знаю, качком, показывать всем кубики на животе, летом голый ходить по улице, тогда, наверное, вы для людей, вы самосовершенствуетесь, и вы вообще зависимы от мнения окружающих. Такая ситуация тоже бывает. И зовут ее Арнольд Шварценеггер, хотя он на этом много заработал. А если вы делаете для себя что-то, то вы не совершенствуетесь, а делаете то, что вы хотите. Причем здесь что есть мороженое, что не есть мороженое. И так, и по-другому получается, что вы делаете то, что вы хотите. Вот Анна, которой я спросил, что она спрашивает, говорит, просто стыдно быть собой в тех ситуациях, где я причиняю людям дискомфорт, приступы мести. Как принять это? Разобраться, Анна, со своей агрессией, со своей местью, разобраться с вашими обидами, если у вас есть чувство мести, и избавиться от них, и мести никакой не будет. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Диана. А вопрос такой, Михаил, в одной из ваших статей я прочитала, где вы пишете про Армена Джигарханяна, который был в ресторане. Да. Подошли, да, это известная история. Другие посетители и сказали, что от него пахнет венками, и вы нам мешаете этот праздник праздновать. Там другая была история. Армен Джигарханян, сейчас я расскажу, она смешная. Армен Джигарханян рассказывал историю, когда ему было уже лет, 70 было, что он встретился с пожилым вором в законе, армянином, чтобы помочь какому-то своему другу, на которого, видимо, были какие-то криминальные наезды. Они встретились в ресторане. На улице была охрана вора в законе с оружием, много народу, а в соседнем зале была свадьба. И, люди пьяные на свадьбе, они подошли к Джигарханяну с этим вором и сказали, слушайте, старики, от вас уже кладбищем пахнет, вы нам праздник портите. Тут Джигарханян сказал, я полез под стол, поняв, что сейчас всю свадьбу перестреляют. А вор сказал, Армен, пойдем отсюда, не будем мешать молодым. Продемонстрировав нереальное великодушие и огромную силу, потому что только человек, который понимает, что он может сделать, может так сказать. А вы что хотели сказать по этому поводу? Я хотела спросить, а как понять, когда вот вы там в этой статье пишете, что уверенные в себе люди не обижаются, а как понять, когда ты уверенный в себе не обижаешься, или когда хоть сыпь в глаза, божья роса? Не понял. Как понять, вот, допустим, я сильно и не обижаюсь, что мне там грубые вещи сказали, да? Или вот со мной плохо обращаются... Вы если человека можете убить, но решили простить его, и вас это не трогает. Да это совсем уже высокий пилотаж. Это для этого надо, видимо, обладать такими возможностями. То есть, когда речь идет о том, что вы настолько властью обладаете, что... как бы вам сказать, что вас как бы это вообще не трогает, вас это не может задеть, потому что вы выше и сильнее этой истории. Вот, кстати, Анна Дика, которая задает достаточно тупые вопросы, при этом она сейчас пишет мне претензии, что ей не нравится мой ответ. Анна, как вы спрашиваете, так вам и отвечает. Ваши тупые вопросы предполагают такие же, видимо, ответы. Не надо сюда больше писать, если вам не нравится. Так, у нас есть что-нибудь Да, еще? конечно. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Настя, мне 33 года, 4 детей, и много всего делаю интересного и полезного. Собой довольна и принимаю себя, какая я есть. А вот муж часто не принимает и любит критиковать. От этого тяжело иногда принимать его и его критику. Вот, смотрите, чем здоровая самооценка отличается от не очень. Когда человек в себе уверен, ему неприятно, что по отношению к нему кто-то выражает негатив. Вот как я сейчас, видите, с Анной в полемику вступил. Не я, извиняюсь, Аня, я вам не так ответил. Говорю, Аня, если вы тупая, это ваша проблема, а не моя. А тогда вас начинают напрягать другие люди, у которых низкая самооценка,
которые, собственно, этим и страдают, что они для того, чтобы повысить самооценку, пытаются опустить ближнего. Они его критикуют, им не нравится, что они там говорят и так далее. Вот. И это ваше, ну, конечно, это совершенно признак того, что вы абсолютно собой довольны. А в противном случае, если вы были жертвой, вы сказали: да, дорогой, ой, а что со мной не так? Скажи мне, я сама прям чувствую, что что-то вот со мной не так, что я какая-то не такая, ну и так далее. И дальше вас начинают сливать еще больше. Еще имейте в виду, друзья мои, любопытная вещь, раз вот Паша прочитал это письмо, что люди, которые вообще кого-то пытаются опустить, ну, плохо говорят о ком-то, то главная причина, если конкретно этот человек ему на ногу не наступил и ничего плохого не сделал, заключается в том, что ему надо опереться на человека, который, как он кажется, слабее него, и повысить свою самооценку. Как бы опуская ближнего, вы на самом деле пытаетесь поднять свою самооценку. Типа, я-то умный, это ты дурак, поэтому вот я тебе говорю, что ты дурак. Если я говорю, что ты дурак, я как минимум умнее тебя. Вот такая интересная логика. Да, давайте еще один звонок. Вы в эфире. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте, Елена, 31 год, Москва. Очень рада, что дозвонилась. А нам как приятно, Елена. Говорите, пожалуйста. Вот где-то год назад мой любимый супруг поддался некому искушению, которое исходит сейчас от всех соцсетей. Что он сделал? Наверное, поддался такому вот искушению. Поддался, искушение, так. Ходить и посещать всевозможные марафоны так называемого улучшайзинга. Так. И в связи с этим наши отношения стали ухудшаться, и я стала чувствовать себя немного ущербно, ведь я не посещаю эти марафоны, я не трачу кучу денег на коучей, на терапию, на сессии. И вот у меня вопрос такой, как продолжать принимать себя, если муж, в семье всячески меня вот пытается втянуть в эти во все инфо-цыганские вещи. Вот вы же мне объясняете, во что он вас пытается втянуть. Может, вы мужу объясните? Объясняю. Что это знаете, больше на секту похоже. Верит, говорит, что я не продвинутая. И вот вы, да, сказали, ну вот, что выросло, то выросло. Дальше обычно говорят, у меня была подруга Юля, я помню в юности, она говорила гениальную фразу, говорила: за рога никто не держит. Мне нравится вот дверь. Поэтому я вам хочу сказать, что муж пусть делает то, что он хочет. Вот. Короче говоря, вот так. Мы говорим сегодня о том, как научиться принимать себя и любить себя. Как правильно сказал один из наших слушателей, это гораздо сложнее, чем кажется. Почему? Потому что 99% людей, как я думаю, себя полностью никогда не принимали. Причина тоже интересная, их никогда не принимали полностью родители. Они могли сказать: ну, девочка, конечно, она страшненькая, но умничка, учится прекрасно вообще. А мальчик у нас, конечно, ну, такой... Хулиган, да. Ну, Олимпиада решает. Но нет, это как бы борьба хорошего с чем более лучшим. Это только добавляет хулигану шарма. Вот, ну и так далее. Мы к этому привыкли. Короче говоря, я вам хочу сказать, что большинство людей так проживает всю жизнь. Что-то им нравится, что-то не нравится. Я имею в виду в себе, в своей жизни, в работе, в отношениях и так далее. И ничего хорошего в этом нету, я такую психологию называю ущербной. Ущербность заключается в том, что вам кажется вообще даже неприличным себя любить. Потому что, ну, это такие, знаете, ветхозаветные мысли, что нельзя быть довольным собой. А когда ты думаешь, что ты типа нормальный, с тобой все хорошо, это какой-то признак вообще слабоумия, тупости. Ты дурак, если так думаешь, ну и так далее. И люди привыкли к тому, что с ними что-то не то. Что-то они не догоняют, где-то они отстают, что-то они не понимают, здесь у них не получается, ну и так далее. И так проходит вся жизнь. Любить себя и принимать себя, это означает, что вы полностью, друзья мои, абсолютно полностью, безо всяких «но», себя принимаете. У вас возникает вопрос, а как можно принять себя, если вот один косяк, вот женщины же писали, да,
другой косяк. Вот вместе с косяками. Вот так. Ну, давайте дальше поговорим. Вот вопрос пришел, Михаил. А в чем разница между любовь к себе и самовлюбленностью, уверенностью в себе и самоуверенностью? Первое — это вроде как хорошо, а второе вроде как имеет негативную коннотацию. Где тут грань и в чем смысл этих понятий? Грань в коннотации негативной, потому что самовлюбленность — это считается человек, который просто... Ну, давайте более... Он не научный термин, он такой всем понятный, нарцисс такой, как бы человек сам с собой любуется. Это не совсем самовлюбленность, это наоборот, когда человеку нужна любовь других людей. Люди, которые... я вам по-другому скажу, не будем углубляться в нарциссизм, вот прямо отвечу прямо по вашему же вопросу. А самовлюбленность или самоуверенность, так вы же от этого только тащитесь. Это другие считают, что вы полный дебил. Вы же так не думаете про себя, правильно? Вы-то в себя влюблены, вы же себе нравитесь, а для человека самое главное, чтобы он сам себе нравился. И люди, которые себе нравятся, они не очень реагируют на критиков. И каждый из нас встречал в жизни таких людей, у которых есть вот эта самовлюбленность есть, которые очень странно ведут себя, странно выглядят, потому что они просто от себя тащатся. Вот как в этих стихах. «Колосится в поле рожь». Нет, на солнце пятен, да. Но встаньте на их место. Они же счастливы. У них-то все в порядке. Это вас они бесят, вас они раздражают. Вам не нравится, что они такие. Вот в России, то сейчас много хороших писателей, до недавнего времени человек, который был, так сказать, я бы назвал Достоевский сегодня, это был такой писатель, я считаю, выдающийся, Владимир Маканин. И вот его герои, это так называемые антигерои. Он очень не любил людей, которые вообще выскакивают куда-то. И когда героя посадили в тюрьму, его очень стали раздражать люди, которые бьют себя пяткой в грудь, что они здесь самые главные и так далее. Вот. И это прямо целый образ, не в одном произведении у Маканина, где главный герой — это человек, наоборот, который против того, чтобы вы себе нравились, который сидит тихо в углу, не высовывается, и ему нравятся только такие люди и только такое поведение. А когда человек себя бьет пяткой в грудь, ему уже не нравится. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Да, очень приятно. Года. Пожалуйста, Дмитрий. Да, спасибо вам за эфир. Вот такой вопрос. Вот я принял себя такой, какая есть. Ну а где вот эта тонкая грань, когда это превращается, скажем, в пофигизм, что я, остановился на том уровне, какой есть. Так. Все, как бы, а это плохо, опустили, да? Стоп. Перестаю... Дмитрий, да. А это плохо, да? Это уже проблема. Нельзя Извините, нельзя останавливаться. Так вы считаете, да? Мне кажется, я считаю, что да, это же нормально же, это же развитие. Я одно изучаю, другое делаю. И мне, вот как наступает как раз та грань, когда я, воспринял себя, какой я есть, и все. И более, как мне кажется, не развиваюсь. Или вы считаете, что это, мое отношение, вернее, это взгляд, как думают обо мне другие, что я не развиваюсь. Подождите, давайте разберемся с вашей идеей. Да, с идеей. Да, самой идея интересная, давайте с ней разберемся. Я то развиваюсь, то не развиваюсь. Это зависит от того, что мне интересно или неинтересно. У меня нет такого, чтобы я куда-то стремился. У меня нет цели, нет никаких в жизни. Я не пытаюсь ничего достичь и так далее. Но возникает ситуация, при которой мне что-то становится интересным. Например, я давно уже, не учусь ничему, потому что я закончил учиться, когда мне было 28 лет. Я там еще учился, правда, 3 года вот этой самой семейной юриспруденции. Там разводы, раздел имущества, дети и так далее. Просто чтобы работа была. А специально я как бы ничему, не пытаюсь что-то еще новое узнать. Но вдруг мне понравился, есть такой выдающийся американский, он и биолог, и психолог, Роберт Сапольский, который, в частности, сказал очень интересную вещь, что когда у человека, например, депрессия, то он лежит и ничего не делает. И его родственники говорят: слушай, давай форточку откроем, занавесочки, и чтобы солнце тебе светило, сейчас встанешь, зарядочку сделаем, позавтракаем и пойдем гулять.
давай, поднимись, тряпка, сколько лежать, ты уже 5-й год лежишь, тебе надо на работу устроиться и так далее. А Сапольский говорит, вот вы думаете, что он лежит, а с точки зрения его физических затрат он уже вагон разгрузил, потому что его страдания внутренние, они его сделали, у него сил нету, не то, что там позавтракать, он вообще спит, не раздеваясь. Вот мне стало интересно, я стал заниматься. Дальше я обнаружил в Питере Леонида Семеновича Чутко, мы с ним теперь периодически делаем лекции онлайн. Оказывается, у нас из ДВГ лечат в России, и он сам в Шотландском университете практиковался, то есть это не наша доморощенная, а общемировая, сама методика, что ли, и так далее. И когда мне интересно, я этим занимаюсь, а когда не интересно, не занимаюсь. У меня нету ни движения никакого, ни цели, понимаете, в чем дело? Вот понравилось, да, нет, так я вообще сериалы обожаю смотреть. Сейчас прямо не могу оторваться «Королева Юга». Это как «Во все тяжкие», только она женщина. Да, вы говорили, я помню. Вот я в этом смысле человек простой. И я не вижу никакого смысла куда-то двигаться без желания. Для этого надо иметь какую-то мотивацию. Есть люди, вы знаете, я вот отработал в школе 10 лет, даже в детском возрасте видно, они очень любят учиться. Вот прямо вот не родились такими, да? Вот они всю жизнь будут учиться, им это нравится и интересно. Я всегда завидовал, будучи сам двоечниками, но я не такой. А вы такой. Вы хотите куда-то все время развиваться, да? Если вам нравится, то флаг в руки. Я вообще не против. Но человеку должно нравиться то, что он делает. Он не должен делать ради чего-то. Он должен делать только потому, что ему так хочется. Потому что, я понял, да. Это единственная мотивация. Другой мотивации не должно быть. Я вам желаю успехов. Да, спасибо. Да, вот какой интересный разговор у нас. Михаил, добрый вечер. Когда я показываю любовь к себе перед руководством, то сразу замечаю, что им это не нравится и раздражает. И чтобы не провоцировать начальницу на негатив по отношению к себе, мне приходится быть серой мышкой. Скажите, как быть в этой ситуации и стоит ли рисковать и показывать себя как есть? Стоит показывать себя как есть. Не стоит быть серой мышкой, но для этого надо быть настолько сильной, чтобы быть готовой лишиться этой работы. Но понимаете, какая у вас ситуация? У вас как бы такая огромная амплитуда, что с одной стороны вы серая мышка, с другой стороны я себя люблю. А можно просто жить, никому ничего специально не показывая. Тем более вы не объясняете, что значит вы показываете, что вы себя любите. Что это вообще значит? Вот как человек может показать, что он себя любит, я не очень понимаю. Гладить себя по голове, что ли? Я не понял. Звоночек. Да, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Ирина, Краснодар, 40 лет. Так, Ирина. У меня вопрос. У меня мама очень активно использовала метод пристыжения, начиная с приучения к горшку. И вот может ли это быть связано с тем, что... Как она это делала? Расскажите мне. Например, говорила, стыдно. Это такая дешевая манипуляция, что нету слов. Вот я тут недавно давал интервью питерскому изданию по поводу чувства долга. Чувство долга — это же такое, да, уважаемое понятие, да, чувство долга. А на самом деле нет. Чувство долга построено на низкой самооценке, чувстве вины и стыда. Вот и весь долг. А без долга можно жить, если вы хотите это. Хотите умереть за Родину? Да. Но не из долга, а из желания, понимаете? Вот, например, в России большинство молодых людей не очень ведь хотят в армию идти. Мы же это знаем, да? Но они выполняют свой гражданский долг. А в израильской армии в некоторых частях 300 человек на место. Понимаете, какое дело? И девочки даже служат. Они не долг выполняют, у них потребность такая. И такая потребность была в СССР во время войны, когда люди сами записывались в добровольцы. Но ситуация такая была, понимаете? А сейчас ее нету. Поэтому маме горячий привет. Так больше не надо делать. У вас дети есть? Есть, конечно. Я очень люблю маму, и я понимаю, что она это делала, не понимая. Мама добивалась своих целей. Это чистая, это чистая манипуляция. Как тебе не стыдно? Да. Вот, понятное дело. К своим детям я это просто... Я поняла это. Я раскопала эту ситуацию, когда мама приехала в гости, и тоже моей дочке годовалой сказала,
фу, стыдно. Я говорю, мама, не стыди ее, боже упаси. Надо сказать, мама, стыдно, у кого видно. А может это быть причиной моего неприятия нынешнего себя? Ну, прямо мама вот настолько, да? Прямо бараний рог вас скрутила в детстве, вы считаете? Ну, может быть, еще у меня была ранее очень серьезная травма, как вы говорите, после которой я, наверное, вышла из больницы полным циклом. Может быть. Помимо этого есть генетика. Ваша мама же тоже не просто так вам говорила. Она сама такой человек, который стыдно. А вы знаете, что такое испанский стыд? Это когда вам стыдно не за себя, а за других людей. Понимаете, да? Это, я считаю, уже совсем дно. Когда вы испытываете страдания от того, что кто-то что-то сделал. То есть это совсем низкая самооценка. И, к сожалению, вот это так психика у людей устроена, что каждый находит в мире то, что ему созвучно. И люди, привыкшие страдать, и люди, привыкшие к тому, что им стыдно, тут же цепляются за ситуацию, говорят, вот мне за этого стыдно, за это, за целые страны бывает стыдно. Ну вот, да, такая фигня существует в жизни. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Ольга. Я из города Сочи, 47 лет. Да, Оля. У меня вот такой вопрос. А скажите, пожалуйста, а есть вот какая разница между полностью принятием себя и равнодушием к себе? Равнодушие — это когда вам на себя наплевать. То, что вы называете равнодушием, например, существует при достаточно тяжелой форме депрессии. Это когда человек перестает за собой следить. Он не моется, не причесывается. Он даже спит, не раздеваясь. Ему на все наплевать. Он вообще жить не хочет, он хочет умереть. Вот это равнодушие говорит о том, что ему на себя... Я вам больше того скажу. Есть более спокойные, ну, как бы, чтобы вы поняли, что такое равнодушие. Когда у человека что-то болит, а он не лечится. Ему плевать на себя 100%. Уже понятно, что ему надо идти к кардиологу, к онкологу, гинекологу, кому угодно. Но он этого не делает. Он равнодушно к себе относится, он гробит себя. Люди, которые и пьют, и курят, например, которые гробят здоровье, им тоже равнодушие. У них есть проблема с зависимостью, но если бы они любили себя, они бы эту зависимость побороли. Но им тоже достаточно плевать на себя. Это тоже правда. То есть, когда говоришь, ну ладно, такой, какой есть, это не принципиально. Я люблю говорить всем, кому они нравились, ну что выросло, то выросло. Ага. Вот дальше уже вряд ли что-то перерастет. Вот мне уже все-таки 60 лет. Вот, поэтому да. Добрый вечер. Михаил пишет, Антон из Москвы. Это теория, которая подразумевает отсутствие идеала и то, что не нужно не стремиться к каким-то общественным ценностям, не приводит ли к деградации нации и разложению. Я попробую привести пример. Есть общественная позиция, что пить алкоголь – это плохо. Но если человек решил принять себя таким, какой он есть, и не бороться с пьянством, он сопьется. И многие другие его последователи тоже пойдут по этой тропинке. Кто пишет? Антон. Дорогой Антон, давайте не подменять понятия. Вы сейчас говорите о болезни, о психическом заболевании, относящейся, по мнению МКБ-10. МКБ-10 – это международная классификация болезней 10-го пересмотра. То есть это такой документ, который подробно описывает все заболевания, известные в мире. Алкоголизм является психическим расстройством. И когда вы говорите, что он с ним не борется, приняв себя, вы подменяете понятие. Я скажу по-другому. Принимать себя таким, какой есть, это да, ты себе нравишься. Если человек, например, испытывает какую-то зависимость, он с ней борется для себя, не для того, чтобы стать лучше, не для того, чтобы кому-то понравиться, а для того, что ему это мешает. Чувствуете разницу в подходах? Еще раз. Упомянутый уже однократно Арнольд Шварценеггер качался не для себя. Он качался за деньги. Он качался, кстати, и очень заработал на этом. Он качался на публику. Вот это, кстати, такая нарциссическая история. Ему очень надо было, чтобы его любили и принимали. Он был эмигрантом, как известно, австрийским. И, ну, я сейчас не хочу, это какие-то такие уже игра в поддавки, типа из-за того, что он был эмигрантом, он решил стать мистер Вселенной. Не-не-не. Дело не в этом. Он нормально себя, я думаю, эмигрантом тоже чувствовал. Речь о другом идет.
Ему нравится, что на него смотрят, что он выступает на сцене, женщина в истерике и так дальше. Ну и стал очень известным в результате актером. И добился многих целей, но изначально он это делал для людей, не для себя. Да, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна, 38 лет, город Псков. Я хотела бы задать вопрос, вот принятие не себя, а ребенка, Так. сын, 16 лет. И уже на протяжении года он употребляет алкоголь. Так. Я, вот знаете, пыталась психологу его водила лечить всякими разными способами. То есть вот я думаю, все, что от меня зависело, я это делала. Но я не могу принять и смириться с тем, что он это делает. А он прямо алкоголик, да, вот. уже? Что, простите? Он уже страдает алкоголизмом? Ну да, получается так. То есть все время пьет? Не хронически, но бывает по 2, там, даже 3 дня. Вот так вот. Ну, вечером с друзьями, но тем не менее, естественно, представьте, целый год, с 15 лет, вот, до 16, как бы, я считаю, что это так не должно же быть, правильно? Вы знаете, я очень надеюсь, что он переболеет этой детской болезнью. Это такие, может быть, побочные явления его взросления. Такой пубертат у него затянувшийся. Пубертат такой? Затянулся. 16 это уже не пубертат, конечно. Но у нас, к сожалению, в России, если вам интересно, наркотики 12,5 лет возраст. Употребление. Вы очень легко как-то всегда говорите, что оставьте, отойдите, дайте свободу. Вот эта родительская тема, конечно, именно родителям очень тяжело дается. И мне она точно так же тяжело дается. Я полностью как бы выбита из колеи. Я не могу ни о чем думать, я не могу спать, когда его нет дома. Я не могу понять, как это, либо действительно отпустить, и как вы сейчас сказали, да, Михаил, что, возможно, это пройдет. Либо это действительно Слушайте, во-первых, вам психолог здесь не нужен в первую очередь. Психолог, может быть, потом понадобится. А вам нужен психиатр, который занимается наркологией. Вот вы должны с ним лучше поговорить, чтобы понять вообще, что за ситуация у вашего ребенка. Но я очень так неоднозначно к наркологам отношусь, потому что я не очень понимаю, что это за специальность. А психиатр, который занимается наркологией, это я понимаю. И если вы найдете врача, скажете, у меня 16-летний сын, он по 2-3 дня, я так понимаю, в запое, да, находится? Да. И с ним поговорить, тогда это даст какой-то результат, может быть. Если врач скажет, что я вообще не вижу здесь проблемы, или, как я сказал, это возрастное пройдет, значит, вы переключитесь на себя. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер, Михаил. Пришло нам сообщение от нашей слушательницы. Мне стыдно за то, где я родилась, Средняя Азия. Страна мне не нравится. Как смогла, сразу же уехала оттуда. Когда спрашивают, откуда я отвечаю, что из России. Сама я русская, живу в Европе. Как быть в такой ситуации? Во-первых, нет такой страны Средняя Азия. Она не говорит, что это страна, она говорит, просто родилась в Средней Азии. А дальше она говорит, что она пишет, мне стыдно. Страна мне не нравится. Да, понятно. Нет такой страны Средняя Азия. Дальше. Я знаю очень многих русских, родившихся в Узбекистане. Они обожают Узбекистан. Они в любую свободную минуту прямо бегом в аэропорт и в Ташкент обычно. Кто из Самарканда, из Бухары и так далее. В основном из Ташкента. И у них совершенно другая точка зрения на Среднюю Азию. Вам надо разобраться, что лично вам Средняя Азия как бы не понравилась, да? Причем здесь стыдно должно быть, я не очень понимаю, причем здесь стыд. А вам не стыдно, что вы на Земле родились, а не на Луне, например, по этой же логике? То есть вы, может быть, недовольны тем, где вы родились, и вам не нравилось ваше детство в Средней Азии. Но стыд-то здесь при чем? Еще что у нас? Добрый вечер, Михаил. У меня очень высокая самооценка, но вокруг меня было много людей, которые критиковали мою спортивную фигуру, классический стиль одежды и даже то, что у меня все дома белое и одежда даже белого цвета. Я их всех истребила, надеюсь, в хорошем смысле этого слова. Надоело слушать негатив. По-вашему, я эгоистка или у меня проблемы с приятием чужой критики? Гюзель, Швеция. Нет, вы не то и не другое.
Во-первых, в Швеции, где вы живете, я думаю, не принято говорить людям, что они не так одеваются, у них не тот цвет стен и так далее. Это больше наше доморощенное. Как бы человечество, оно сделало еще один шаг на пути к самосовершенствованию внутреннему, и оно чтит и уважает чужие границы. И людей уже не принято не спрашивать, не говорить, а что на тебе за белые, а почему у тебя белые стены и так далее. Поэтому вы все делаете правильно, но тяжело противостоять своей высокой самооценке чужой критике.